До сдачи «Фурии Лохов» футбольного матча сборной России Испания еще как-нибудь числилась в списке некогда великих держав, но сейчас от нее остался лишь сериал «Бумажный дом» про огромных геев и охеревших стай обезьян, залезающих в эти дома, пока хозяев нет. Кто не слышал, по ковидному эксперименту над людьми в стране был введен закон, запрещающий выселение кого-либо из жилья вне зависимости от контекста, а услуги по оплате за свет и воду остаются на владельце, чем до сих пор безнаказанно пользуются мигранты из самых мирных стран. Более того, они шантажируют хозяев на деньги, требуя выкуп, чтобы те соизволили свалить. Нормальный человек сразу спросит: в этой стране что, совсем долбоебы живут? Делать выводы рано. Но Юрий Дудь переехал именно туда и рекомендует всем. Это была традиционная разминочка для вашего мозга, потому что я прям чувствую, как человечество стремительно тупеет, в том числе на себе. Виновато ли в этом начальство Эпштейна или микропластик постепенно закупоривает нам все, пока остается темной тайной? А может, нужно просто играть в шашки и шахматы? Так и к чему был весь этот бред в обзоре игры? Сказано же, разминка. Гризоль «Театр идолов», или правильно сказать «Театр идиотов», вышел пару недель назад. По случайному стечению событий рекламщиком игры стал Куплинов, сделав стрим по ней, потому что обычно он играет во всякие убогие индикал, а тут будто бы виднелась какая-то даже игра. Я, конечно, не из тех, кто любит смотреть, как кто-то ест или проходит игры, в которые ты, возможно, планировал играть. Поэтому, почитав краткое описание «Разминка перед Резидентом 9», она, конечно, заинтересовала. Отзывы от испанских изданий 8 из 10 и выше, все ссутся кипятком. Давайте проверять, так ли это на самом деле. Начнем с того, что к чести разработчиков на странице в магазине Steam нет таблички «Боремся с Путиным изо всех сил с дивана». И перевод интерфейса с субтитрами в игре имеется. На полностью яичную халтуру не похож, хотя кто знает, как быстро она обучается. Но местами диалоги напутаны. Рядовые женские персонажи отвечают в мужском роде и наоборот. Ну и пара опечаток. В остальном каких-то смысловых нестыковок в тексте я не встретил. Озвучка добавлена английская и испанская, поэтому с языка предателей и манипуляторов мы перейдем на оригинальный, ведь студия базируется в Мадриде и в 2010 году составляла 10 человек. Есть какое-то даже фото. Сделано неизвестно когда, но невооруженным глазом видно, что ну да, где-то 10 и выходит. То есть основную массу претензий по бюджетности, графике, дизайну и тому подобному можно понять и простить, особенно учитывая цену за игру в 600 рублей. По графике. Любимая всеми Урина 5 и ее ебейшая непроглядная мгла. Мы не знаем, подвергался ли Тим Свиньи насилию в подрочестве или родители набрасывали ему черную ткань на голову, чтобы тот засыпал быстрее. Ведь только эти варианты приходят в голову, когда кто-то считает нормой подобный подход в играх. Я не ощущаю большего напряжения или опасности, монитор у меня не Олег, но VA. И его контраст все равно, хотя что рассказывать на словах. Дублируем два экрана, слева VA, справа IPS. Оба китайцы, но по опыту скажу, что они оба стандартные, и большинство имеют плюс-минус такие же, а не мини-леды или OLED, где контраст будет выше. Информации нет, но мне кажется, что у гей-мэров все же чаще ставят IPS, чем VA. А темнота друг молодежи, но не владельцев этих экранов. Тем страннее подход разрабов. Я не исключаю, что на OLED детали будут более различимы, но ведь игры на ней предполагается продавать всем, а не 5% пользователей. Зачастую каждый угол локации просто черный. Осветить его можно только собственной аурой игрока, когда, подойдя в упор, из ниоткуда возникают объекты. Рыба блестит в лунном свете и выглядит красиво, но чересчур резиновый. Навевает, знаете ли, таким Uncharted 16 года. Он и сейчас выглядит хорошо, но все-таки, несмотря на визуально свежие четкие текстуры без лесенок, подход к построению сцен устарел, что ли? Ну и главное, конечно. Если что, игра запускалась на RTX 5080, и в кваде на ультрах вы получите всего 100 кадров без включения DLSS, которого тут нет. FSR тоже. Чего не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Испания? Есть родной TSR и XS, что будто бы намекает всем на нормальную оптимизацию в сторону карт от Intel в первую очередь. Это даже в какой-то степени неожиданно и хорошо, потому как средние арки очень плохо переносят Урину 5, а топовых решений на B770, например, мы все еще ждем. Непонятно, появятся ли они вообще, потому что кожаный петух уже залез без вазелина, планируя производить свои карты на заводах Intel.
В любом случае сотка в нативе на предтопе серьезный звоночек для остальных, а при повышении режима к SES FPS не особо возрастает, задавая вопрос уже к процессору Ryzen 9700X. Да, как вы помните на говнопамяти, и все же даже условному i3 12100 наверняка придется тяжко. Местами нормально, но в какое-то время FPS внезапно проседает. Хотя я давно перестал ощущать исключительную плавность в современных играх, благодаря картам от G-Video при работе с двух мониторов точно и полноэкранным оконным режимом так называемым. В третьей главе, если не считать место с застреванием, производительность отличная, в первой же полная жопа с просадками. Про графику поговорили, теперь к сюжету. Сейчас будет спойлер-секция, что произошло на самом деле, поэтому промотайте, кто не хочет ее узнать, а далее то, что будет известно игроку. Вы бог солнца, который где-то запер жену-жрицу и утопил своего годовалого младенца, потому что ему приснился дурной сон о том, как тот в будущем станет настолько силен, что уничтожит мир, а его будет бояться даже смерть. После этого остров Аврора переименовал, видимо, сам себя в Торментосу, и на нем всегда стали идти дожди. Руководство острова устроило переворот, решив поклоняться морю, перебив представителей официальных властей. Часть выживших лоялистов укрылась в парке развлечений в центре. Ой, как удобно. В какой-то момент бог солнца решил подавить бунт, отправив самого себя в виде обычного человека, стерев память. Да, стерев память самому себе, и в то же время кто-то продолжал отдавать ему приказы от лица этого бога. В общем, сущность с раздвоением личности решила повторно убить жену и младенца, который обиделся и превратился в огромного монстра, встроенного в живот его жены. Блядь, что тут происходит? Кто писал сценарий? Спойлеры закончились, теперь официальная информация. Главный герой солдат некого бога солнца, которого почитают во всем остальном мире. И все бы ладно, но никаких подробностей не раскрывается, почему именно его. А самый прикол, какого хрена самый главный бог отправляет на самое сложное задание только одного человека, который, как типичный генерал СНГ-стана, обвешанный медалями, никакими особыми навыками не обладает и ничего не умеет. Более того, в первой же стычке с рядовым противником делает 3 выстрела мимо, у него заканчиваются патроны, а затем он умирает, отчего даже сам бог солнца охерел с его никчемности. Y aquí están los oficiales de alto mando. Son una auténtica mierda. Unos cobardes maricones. Joder. ¡Viva la bendita patria! После этого он дает ему второй шанс, но на этот раз превращает ваш пистолетик в БДСМ-игрушку из Гарри Поттера, которая использует кровь в качестве боеприпасов. Чтобы пополнить обойму, нужно зажимать пробел, шипы впиваются в руку и вытягивают здоровье. Фишка не сказать, что уникальная, где-то я подобное видел у некоторых пушек, но здесь геймплей завязан на этом. Все виды огнестрела, их тут, откровенно говоря, маловато, всего 4 плюс ножик и гарпун БФГ в финале. Más pasión, pajero. Используют здоровье. Это все равно свежо, однако, что уже заметили опытные игроки, боевка зачем-то намекает не на ремейки Резидента, с которым сравнивают игру, а с Биошоком, имеющим буквально самую хреновую шутерную составляющую. На 2006 год, возможно, это еще не считалось таким уж плохим, хотя в 2004 году уже выходил Doom 3 и Painkiller. Анимации противников дерганые, стрелять и прицеливаться некомфортно, ощущение времен коловздутия, начала нулевых. Ну то есть никакое. Атакующие в ближнем бою очень топорно реагируют на попадание по ним, будто стреляешь по ходячим камням. Сделано как-то халтурно, причем умышленно. Да, головы марионеток отваливаются, иногда остаются только жопы с ножками или наоборот, которые продолжают ползти и пытаться нанести вам урон. В общем, поиграв в первые 5 минут, вы поймете, о чем речь. Лор даже после концовки так и не объясняет, почему все сектанты, кроме непосредственно главного священника, превратились в марионеток. Да, мельком проскакивает наличие на острове кукольной фабрики, но больше никакой взаимосвязи нет. Поскольку кровь – источник ваших боеприпасов, на уровнях разбросаны шприцы, трупы коров, свиней, быков и куриц, которых вы будете поглощать, напоминая уже какого-то падальщика-вампира. Кстати, Галина с испанского переводится как «курица». Вот и думайте. Еще можно будет всасывать погибших солярисов, тех самых лоялистов, сохранивших верность богу солнца.
На локациях они разбросаны не всегда на самых видных местах, и каждый имеет собственный номерной жетон, по случайному совпадению открывающий сундук на базе. Ножик как уникальное оружие, которое не использует кровь для ближнего боя, и разработчики задумали так, чтобы игрок выжидал момент при атаке противника и наносил удар, чтобы прервать ее и нанести наибольший урон. Но с настолько рваной анимацией это сделать попросту невозможно, так как враги атакуют слишком быстро без возможности среагировать. Он с одной стороны бесплатный, однако имеет некий запас прочности, который нужно восстанавливать, иначе, а я хз, что иначе. Возможно, урон от удара ножом становится меньше. Заточка требует, никогда не догадаетесь чего, канистры с бензином. В Испании не ищут легких путей, поэтому для заточки лезвий используют мотоцикл, на котором не ездят, но заправляют, чтобы позади сидушки вращались диски. Боюсь предположить, что для разведения огня не используют огнемет. В итоге первые полчаса вам придется помучиться, пытаясь использовать ножик, потому что он бесплатный. Далее про него можно забыть, как о неудачной механике, перейдя исключительно на огнестрел. Чтобы добавить хоть какую-то сложность и состязательность, лучше выбрать максимальный уровень, а не настраиваемый, поскольку вас практически никогда не смогут убить. Однако придется сохраняться вручную у хрустального шара. В целом надо было так и сделать, а то 2 коровы, 3 курицы, куча шприцов, а деть это все некуда. А теперь поговорим о тупостях игры, которые нельзя списать ни на какие бюджеты проекта. Для начала бросается в глаза экономическая часть. Вы собираете монеты, сумма которых всегда кратна 25. Почему не 1, 3, 10? В Испании, видимо, какая-то инфляция. Но это все просто забавные мелочи. Мы уже привыкли к героям-инвалидам, не умеющих прыгать, уклоняться и в принципе быстро выходить из опасных ситуаций. Наш не исключение. Попытки парировать ножиком атаки, если вас прижали к стенке, не увенчаются успехом, и единственным вариантом является двустволка, которую вам дадут чуть позже, если вы про нее не забудете, конечно. Вы стреляете в противников, те на долю секунды отшагивают, и в этот момент через Shift нужно просто убегать. С ружьем тоже связана забавная история. События прошлого преподносятся как воспоминания, статичные сцены. Так вот, у владельца лавки то ли аттракционов, то ли чего-то еще на витрине стоял дробовик, который мог выиграть некий победитель. Сейчас не будем докапываться до этого момента и идем дальше. Во время переворота к нему якобы ворвались местные жители, перешедшие на сторону повстанцев, и потребовали выдать эту двустволку. Нахуя, а главное, зачем, нам не поясняет. Хозяин лавки послал толпу и был благополучно убит. Сценка завершается. Двустволка по-прежнему лежит за стеклянной витриной, дверца которой связана цепью. А все потому, что у них не было болтореза, который лежит в хозтоварах. Вопрос, где, мля, все мясные бунтовщики, как они превратились в деревянных марионеток из Lies of P, не покинет вас до конца игры. Может быть, планировалось создание какого-то тупого клона Биошока, а затем концепцию решили немного изменить, но так как основу уже сделали, ее оставили и сверху прихерачили охуительную трагичную историю про любовь-кровь? До этого события дорогу нам преграждает грузовик. Что будет делать главный герой? Залезет в кабину и выйдет через вторую дверь? Заведет машину и пойдет в собор по узким улицам, может быть? ¿Y ahora qué? ¡Por el sol! Этот парень пиздец какой тупой! В горном доме для прохождения дальше требуется запустить сцену, механизм которой заблокирован. Чтобы это сделать, нужно обойти все здание, впрочем, ничего нового, покрутив часы, открывающие дверь в зале. В заметках указано 20:00 и намек на то, что нужно выставить время за 15 минут до этого момента, то есть 19:45. Как я не так давно узнал, современная молодежь вообще не вдупляет, как смотреть время на аналоговых часах, и я подумал, что это очень простая загадка для полноценных людей и забавная пытка для зумерков. Ставим часы на 19:45, то есть часовая стрелка должна оставаться на 8. Вообще-то при вращении минутной стрелки часовая должна сдвигаться сама, и чем ближе к 8, тем ближе будет она. Ну да ладно, ничего не происходит.
Я тупой, наверное. Увеличиваю IQ до 65 пунктов, перепроверяю. Ну, 19,45, что вам надо? Просто от балды решаю сдвинуть часовую стрелку на 7. Механизм, не поверите, заработал. Но так это получается 18,45. Алло, вы сами сделали загадку о часах и не в курсе, что ли? Ору. А дойдя до механизма, нам показывают сценку, где один из солярисов говорит танцовщице. Мы ж в Испании, ёпта. Спрятаться в комнате, а он повредит механизм, чтобы до нее никто не добрался. Сценка завершается, танцовщица валяется в другом подвале, а механизм заблокирован телом этого солдата, который, видимо, засунул в него свою башку. Как это понимать вообще? Сценка, в которой показывают мужика со связанными за спиной руками на кухне. Ладно, допустим, ему чем-то дали по голове, отчего он потерял сознание и был связан. К нему подходит его знакомая с мясницким тесаком. Это все происходит на кухне, Карл. Что будет делать человек и в какой позе находиться, когда придет в себя? Ничего не мешает ему встать. Ноги-то у него не связаны. Ваша знакомая ёбнулась, вы будете сидеть у холодильника, как овца, или попытаетесь освободиться, повторюсь, на кухне. В крайнем случае попытаться сбить ее с ног, убежать, найти острый предмет. На кухне. Да хотя бы просто убежать. А сейчас давайте поговорим о вопросе, который не дает мне покоя, и немного отвлечемся. Биде. Это унитаз с краниками без крышки. Выглядит как... да как унитаз. Как им пользоваться? Садиться, наполнив емкость. То есть для мытья жопы стоять в полуприседе над предметом, похожим на унитаз. Представим ситуацию. Человек обосрался, бывает. Он набирает воду, садится в биде, моет жопу говняной водой, то есть измазав все, включая руки. Вонь только распространилась. И вообще, кем создавался такой предмет и для каких целей? Один знакомый мне сказал, что для гостей, потому что они не полезут мыться в ванную же целиком, а частично полезут мыться в биде, что ли. Так полотенце все равно понадобится, иначе штаны будут мокрыми потом. И вы будете выглядеть как обоссавшийся дебил. Или это для типа очень занятых людей, которым некогда залезать в ванную. В борделях? Чтобы быстро ополоснуть Матильду или Матвея, а остальное можно не мыть, что ли? Загадка этого устройства поставила, честно говоря, меня в ступор сильнее, чем все головоломки в игре. А как вам веревки, намекающие на виселицы, но торчащие из кирпича или труб в канализации? Это вообще что за перформанс? В начале одной из глав нам предлагают поиграть с Вовой Вистом, которому выдали снайперскую винтовку. Не получить от него урона практически невозможно, стрелять тоже бессмысленно. Нет никакой рабочей тактики, которая поможет пробежать мимо снайпера. Если вы будете торговать лицом с целью развести его на выстрел, то это, во-первых, тупейшая с точки зрения логики затея, во-вторых, он не стреляет, если вы находитесь около укрытия. Опять же, докапываться до формальностей типа досок, которые защищают от выстрела, не будем. Условности игры, без них сложно, хотя можно было бы придумать что-то получше. Выстрелы происходят случайно, без четких интервалов. В один момент он попадает в вас, в другой может промахнуться. Едва вы выходите с линии огня, как можете напороться на тупик. Поначалу я подумал, что возможно скрипт открывания двери сломался, ведь какие-то открываются сами, какими-то нужно взаимодействовать. Отойдя вправо к гаражам, мы видим груду мусора и никакого намека на проход. Обычно, как принято в сериях Резидента, путь помечают желтой краской. Вы видите проем, но... Кстати, а вы знали, что кончики усов помогают котам более точно определить, смогут ли они пролезть в какую-то щель? Я, конечно, не кот, но визуально понимаю, что щель между контейнерами слишком узкая, чтобы в нее мог пройти человек. Но это обман зрения. Именно туда вам и нужно. Чуть далее запустится катсцена с новым видом противников. Куклами, купидонами с горящими головами. В принципе, ничем от обычных стреляющих кукол они не отличаются, только могут летать. Хотя для разнообразия можно было бы выпускать целый рой на игрока. Да, сделать достаточным одного выстрела из пистолета, но если бы все они одновременно начали стрелять из разных позиций, это создало бы проблемы. А их для игрока в хорошей игре нужно создавать. Так вот, отбросив рукой Купидона, главный герой пародирует удобство стрельбы из оружия и промахивается всеми выстрелами, случайным создав линию огня. Назовем ее вечным огнем, потому что у любой горючей жидкости есть свойство заканчиваться и затухать. Но разрабы создали эффективную проблему, чтобы объяснить дополнительное часовое блуждание по локации для поиска трубы, которая по случайному совпадению имеет кран, направленный прямо в область огня. Но две из них нужно перекрыть, потому что они неисправны. Позднее мы получаем снайперскую винтовку с высоким разовым уроном и, разумеется, высокой затратой крови на перезарядку. Но при просмотре в оптику, как было,
В Wolfenstein 2001 года нет покачивания камеры. Вы как робот, идеально держащий оружие. Это тоже нельзя списать на бюджет игры. В лагере можно заметить еще одну интересную картину. Один из солдат поставил винтовку стволом вниз. Вдобавок идет дождь, что ей на пользу явно не пойдет. Любой человек, имеющий дело с оружием, оторвал бы за такое руки. Казалось бы, тоже мелкой детали, достаточно просто перевернуть ее прикладом вниз, замотать в ткань и все. Тем более, что она просто для антуража, и взаимодействовать ни с ней, ни с NPC никак нельзя. А в финале игры вы получите гарпун-ракетницу, наносящую урон по площади. Тут игра внезапно багуется, и боезапас гарпуна становится бесконечным, без необходимости траты крови. А потом выясняется, что и остальные виды оружия тоже перестали иметь магазины. Но халява заканчивается на финальном боссе. От чего у меня сильно подгорело, было чуть раньше. В последней главе основных всего 3 штуки, а я все-таки надеялся на 5. Тупорылая Алиса обещала 5. Мы садимся в моторную, подчеркиваю, лодку и плывем до пункта назначения. Вам не показалось, это не кат-сцена, а реальный геймплей. Что с ее скоростью? Условности условностями, но это какой-то конкретный идиотизм. Грести руками было бы быстрее. Вдобавок течение, которое якобы есть, на лодку не действует. Если вы подумали, что пара минут затянуты здесь для погружения или небольшой передышки, то нет. Далее вам придется перемещаться на таких лодках внутри локации. А каналы в ней узкие. То есть в ряде мест вы физически не сможете даже развернуться назад, либо застрянете между текстурами и этими буйками дебильными. Иногда мне приходилось плыть задним ходом на ощупь, потому что камера не позволяет хотя бы частично заглянуть назад. Так что я тут тоже не доебываюсь на пустом месте. Достаточно было сделать скорость движения хотя бы в 2 раза быстрее, потому что эти моменты ничего кроме раздражения не вызывают. Что произойдет с пастором по сюжетке, думаю, не будет особым спойлером, так как всем очевидно, что вы должны его убить. Но как это происходит, заслуживает отдельного внимания. Священник выебывается и провоцирует вас убить его. Героя шизит, и он стреляет. Злодей получает пулю, и по его реакции он ожидал чего-то другого, а тело, с которого вам нужно всосать кровь и создать еще один ключ. Не спрашивайте, как это работает, просто вот так задумали. Падает в глубокий бассейн и тонет, что у нашего Габриэля в очередной раз вызывает разочарование. Эль Повидлос снова сделал какую-то херню и проморосил, из-за чего ему придется обходить локацию для получения ключей и осушения бассейна. А там, я вам скажу, не какой-то бассейн, а конкретная такая глубокая земляная яма. И куда должна была уйти вода на острове, окруженного морем, является очередной условностью и загадкой. Еще забыл сказать о таком факте, как ограниченные возможности противников. Помимо того, что спавнятся они местами из ниоткуда и в упор, а вот сзади никогда. Почему отказались от такого подхода в современных играх, я не понимаю. Это ведь создает приятную панику, когда вы экстренно ищете маршруты для передвижения, а назад нельзя, потому что там тоже пацаны имеют интерес к общению с вами. В ряде локаций враги просто не могут пройти сквозь двери. Некоторые являются сюжетными и изначально заперты, и когда вы проходите сквозь них, на вас насылают врагов, разумеется, инстинктивно вы не бежите на них, ведь вы не Кратос или Думгай, а пятитесь назад и возвращаетесь в предыдущую комнату. Противники, дойдя до дверей, пока видят вас, останавливаются, как только те закрылись сами, и возвращаются на исходные позиции, как ни в чем не бывало. То есть можно вставать в проеме, делать несколько выстрелов и возвращаться, повторять, пока у них не кончится ХП. Дерущиеся руками или топорами марионетки в ряде случаев все же могут преодолеть этот невидимый барьер и с помощью удара открыть двери, после чего продолжит вас преследовать. Замечал также пару багов с застреванием. Если вы не можете подняться по лестнице или мосту, попробуйте перезапустить невидимый скрипт, совершив какое-то действие. Открыть дверь рядом, сесть в лодку и выйти из нее. Еще к вопросу о любимой всеми трассировочке. В Урине 5, как вы знаете, помимо злоебучей технологии освещения темных углов, есть люмпен отражение и вот это все. В некоторых лужах можно встретить луну. Ну или это круглый фонарь, желтый шар, которого просто нет в округе и отражаться ему неоткуда. Как же похорошела графика при появлении трассировки. Разработчикам больше не нужно запекать текстуры вручную, круто же. Режим экрана полный, выколк, трассировка. Какая нахуй трассировка, блять? Зачем тут нужна? Игра помимо ряда странных сюжетных решений не очень дружит со временем.
Во-первых, когда произошли события основные игры. Во-вторых, когда произошел бунт, вчера, несколько часов назад, лет, почему, как. На это ответа не будет, даже если вы подберете и прочитаете все записки. Я говорил про дебильность сюжета в обеих частях чилийской Tormented Souls, но даже там сделана попытка это обыграть, и жестких противоречий не возникает, учитывая формальности. Здесь же будто сценарий накидывала либо нейросетка, либо какой-то любитель шприцов, которых много разбросано по локациям. Вообще проект не является повесточным, здесь нет углежогов или сильных женщин, а история любовная, так сказать, с традиционными взглядами. Но наткнувшись на ведьму, возникают вопросики. Знакомьтесь, Эль Бруха Педрильо. Да, существуют некрасивые женщины. Существуют женщины с грубыми чертами лица или низким тембром, или так называемый унисекс. То есть, если одеть в бабу, будет баба, одеть в мужика, будет мужик. Но тут, откровенно сидит высокий мужик с уебищной завивкой и мужским голосом. Даже Верка Сердючка, запрещена на территории РФ или не запрещена, сейчас хер разберешь, я так сказал, чтобы отъебались, была больше похожа на женщину. Я хз, может в Испании трансвеститская тема всегда была более развита, испокон веков, так сказать, потому что логики или необходимости добавлять такого персонажа я не вижу. Ключевые женские NPC, я имею в виду вашу помощницу и саму жрицу на картинках, выглядят нормально, без каких-то намеков. Ну и главная херня игры — это побегушки в стиле Бенни Хилла от куклы той самой жены бога солнца. Тут также не объясняется, каким образом она превратилась в механизм, или кто ее туда запихал, вообще ни слова. У нее спрятано в груди якобы настоящее сердце, она может чревовещать от лица жрицы, то есть сознание было будто перенесено в эту марионетку. По старой доброй традиции некоторых резидентов и Биошока, хотя в нем больших папочек можно было мочить, когда станете посильнее, на протяжении всего прохождения она будет возникать из ниоткуда и вместо того, чтобы убить сразу, отбрасывать вас назад, чтобы вы могли убежать. Классика. Разумеется, она неуязвима, но по совпадению на испанском слабый пол переводится как «сексо дебиль». И зайдя в любое помещение, под ящик, гараж и так далее, она резко теряет вас из виду. При постоянном присутствии на локации перемещаться на улице бегом нельзя, иначе она услышит вас, где бы ни находилась. А вот ходить позади нее можно спокойно. Ну то есть неубиваемая бабайка выглядит смешной, и бояться ее могут только дети, которые до этого не играли в такие игры. Реализация этой ключевой фишки сильно страдает. Можно было бы придумать кучу приемов, чтобы обыграть эти моменты куда лучше, и наказывать игрока, если он уж совсем охеревает. Я ранее говорил про ведьму, так вот у этого трапа можно улучшать характеристики оружия и персонажа. Первое исключительно за серебряные монеты, второе за эссенции, получаемые с убитых противников. А также вороньие реликвии, которые обычно спрятаны в секретах. И схема вроде бы рабочая, ни у кого не возникает вопросов, как она оказалась в некоторых локациях, потому что этот прием уже использовался торговцем из Resident Evil 7, например. И поскольку в главах лежат также и медальоны солдат Солярисов, задумка была в том, чтобы по возвращению на базу, также по случайному совпадению, тайная база лоялистов находится аккурат в центре острова, рядом с собором, вы могли использовать найденные и открыть сундуки, в которых лежит тоже серебро или реликвии для улучшения. Но после возвращения с третьей главы, где под конец мы видим воспоминания, в котором один из пленных сообщает местонахождение базы выживших Солярисов, а повстанцам дается команда найти их и уничтожить, мы возвращаемся уже в горящие руины. И смысла от открывания сундуков по факту нет, так как мы пришли к финалу, где никакие улучшения оружия или способностей уже не нужны. Вдобавок, наш подливос, имея рацию и увидя сцену с допросом, никак на нее не реагирует, то есть не пытается вызвать свою помощницу и предупредить всех о нападении. И только возвращаясь на горящую базу, этот даун не говорит в рацию, а просто орёт в помещении, где никого нет. И в качестве финального штриха я напомню, главаря сектантов мы пристрелили еще до конца этой главы. Кто мог руководить их дальнейшими действиями? Короче, перетерпев стратое начало и плохую актерскую игру озвучившего главного героя на испанском, разумеется, я не знаю испанского, но смотря те же корейские пидорамы без перевода, вы можете сказать, что кто-то из актеров отыгрывает плохо, с каменным едалом, например. Или наоборот, театрально переигрывает в аниме-истерике. Так вот, перетерпев говенную каменную боевку, можно найти у игры и плюсы, представьте себе. Пока мир не превратился в мигрантское гетто и даунов, смотрящих зацикленные шорты под ублюдочные ремиксы на португальском языке, без негатива, но португальский язык, особенно бразильское наречие, для меня звучит как будто кому-то срут в рот, а говорящий при этом ноет, что он хотел всего лишь отсосать. Так вот, игры из стран, созданные представителями этих стран, все же имеют свой колорит. И даже если делается какой-то клон, то у него все равно будут некоторые интересные особенности и собственные приемы. Здесь есть ряд интересных головоломок, которые в принципе понятны. Мне не зашло только домино и комбинация от дверей борделя. Система тайников тут весьма неплохая, клетки с воронами, в которых нужно стрелять, чтобы освободить их.
С точки зрения логики тоже нелепая, конечно же, но опять же условности. Огорчает только момент после завершения задач в главе. В нее нельзя вернуться и исследовать нормально. Ведь вы не можете быть до конца уверены в том, что в любой момент сможете это сделать. Тут есть карта, и по заветам того же резидента область отмечается красной, пока в ней лежит какой-то неподнятый предмет, включая мясной сок. Обнаруженные отмечаются значками, и это удобно, так как иногда вы фокусировали зрение в другую область и не заметили чего-то под ногами. Но назвать карту очень хорошей тоже нельзя, так как она разбита на слои в виде этажей. То есть можно будет насчитать до 7 условных мини-карт, которые плохо друг с другом вяжутся. Поэтому легко пропустить что-нибудь интересное. Ну и можно сколько угодно критиковать Урину 5, но одного у нее не отнять. Это современный движок, который, конечно, очень кривой, но в основном красиво оформленный. Посмотрите на этот кадр. Ой, отражения какие красивые, ребята. Нет, слушайте, очень красиво. Ну и цена за игру, как я говорил, составляет в пределах 600 рублей. Этот момент часто любят обзорщики пропускать, потому что чужие деньги не считают, а иногда это делать надо. И за весьма симпатичную картинку на Урине 5 вполне можно столько заплатить. Ну, на плойке, скорее всего, выйдет дороже, но по меркам плойк это совсем недорого. И тут я подумал, если люди делают игры, они же не преследуют цели сделать их всратыми или тупыми. Вероятно, они не видят проблем, которые можно более умно и элегантно обыграть, вне зависимости от бюджетов. Так что если вы занимаетесь разработкой какого-то проекта, особенно с экшен или RPG составляющей, обращайтесь. А главное, заносите денег в любом количестве. Это лучше, чем лажать по разным мелочам в игре, из-за которых часть игроков уже отсеялась. Так что думайте, а я на сегодня прощаюсь. Да, если вы ведьма симпатичнее представленной в игре, то присылайте непристойные предложения в личные сообщения или на почту. Я еще ребенком гонял тут. Не думал, что этим кончится.